Тема «Телеологический аргумент». Как утверждал Гуго Гроци, сложная структура мира, подобная структуре дома, вряд ли возникла случайно. Телеологический аргумент или аргумент о разумном замысле является рациональным аргументом в пользу существования Бога или, в более общем плане, той сложной функциональности в мире природы, которая выглядит спроектированной, что свидетельствует о разумном Творце. Ранее записанные версии этого аргумента связаны с Сократом из Древней Греции. Платон и Аристотель разработали сложные подходы к утверждению о том, что космос имеет разумную причину. Стоики разработали ряд креационистских аргументов. Авраамические религии использовали телеологический аргумент, применяя различные способы. В средние века исламские богословы, например, Аль-Газали, использовали этот аргумент. Позже телеологический аргумент был принят Фомой Аквинским и включен в качестве пятого аргумента в пользу существования Бога. В Англии раннего нового времени Уильям Тернер и Джон Рей были хорошо известны как сторонники телеологического аргумента. Хотя концепция разума, стоящего за естественным порядком вещей, является древней, рациональный аргумент, заключающийся в том, что мы можем знать, что у природного мира есть создатель или созидающий разум, преследующий цели, подобные человеческим, по-видимому, зародился в классической философии. Религиозные мыслители в иудаизме, индуизме, конфуцианстве, исламе и христианстве также разработали версии телеологического аргумента. Позже в западной философии были предложены варианты аргумента, основанного на разумном замысле. Современные защитники телеологического аргумента, в основном христиане, например, Ричард Суинберн и Джон Леннокс. Аргументация в пользу разумного замысла, по-видимому, началась с Сократа, хотя концепция космического разума более древняя. Предположение о том, что порядок в природе свидетельствует о наличии разума, восходит к истокам греческой натурфилософии и науки, а также к ее вниманию к упорядоченности природы, часто с особым упором на движение небесных тел. Анаксагор – первый человек, который, как известно, объяснил все это, используя слово «ум». Эмпидокл, как и Гесиод, гораздо раньше описывали космический порядок и живые существа, как порожденные космической версией любви. А Пифагор и Гераклит наделяли космос разумом, логосом. Стоит обратиться к природе и подумать, могло ли это все произойти по слепой случайности. Именно стоики разработали ряд креационистских аргументов. Цицерон указывал, когда вы видите водяные часы или солнечные часы, вы понимаете, что они показывают время не случайно. Как же тогда вы можете представить, что Вселенная в целом лишена цели и разума, когда она охватывает все, включая сами эти вещи и их создателей? Другим очень важным классическим сторонником телеологического аргумента был Гален. Марк Минуций Феликс, раннехристианский писатель, доказывал существование Бога, основываясь на аналогии с упорядоченным домом в своей книге. Предположим, вы вошли в дом и обнаружили, что все в нем чисто, упорядочено и ухожено. Конечно, можно было бы предположить, что у него есть хозяин, и хозяин гораздо лучше, чем все эти хорошие вещи, его имущество. Итак, в этом доме Вселенной, когда повсюду на небе и на земле вы видите знаки предусмотрительности, порядка и закона, не можете ли вы предположить, что Господь, Создатель Вселенной, более справедлив, чем сами звезды или любая часть всего мира? Блаженный Августин упомянул идею о том, что упорядоченные изменения движения в мире и прекрасный внешний вид видимых вещей свидетельствуют о том, что мир был сотворен и что он не мог быть создан иначе, как Богом.
Ранняя исламская философия сыграла важную роль в развитии философских представлений о Боге, но что касается телеологического аргумента, то одним из долговременных последствий стало обсуждение трудностей, с которыми сталкивается этот аргумент. Этот аргумент был принят философом Авероисом Ибн Рушдом и его оппонентом Аль-Газали. Авероис назвал этот аргумент доводом провидения. Оба философа приняли этот аргумент, поскольку верили, что он прямо упоминается в Коране. Авероис предположил, что порядок и непрерывное движение в мире вызваны разумом Бога. Авероис рассматривал телеологический аргумент как один из аргументов в пользу существования Бога. Согласно Авероису, основным наглядным доказательством является доказательство Аристотеля на основе движения во Вселенной, о том, что должна существовать первопричина, которая приводит в движение все остальное. Позиция Авероиса о том, что наиболее логически обоснованным доказательством должно быть физическое, а не метафизическое, потому что тогда метафизика доказывала бы сама себя, сознательно противоречила позиции Авиценны. Более поздние еврейские и христианские философы, такие как Фома Аквинский, были осведомлены об этом споре и в целом занимали позицию более близкую к позиции Авиценны. Пример телеологического аргумента в еврейской философии появляется, когда философ Маймонид цитирует отрывок из книги пророка Исаии: «Возведите очи ваши на высоту и узрите того, кто сотворил все это». Фома Аквинский, чьи труды получили широкое признание, находился под сильным влиянием Аристотеля, Авероиса и других исламских и еврейских философов. Фома Аквинский резюмирует свой телеологический аргумент следующим образом. Мы видим, что вещи, о которых неизвестно, такие как природные и естественные тела, действуют с определенной целью. И это очевидно из того, что они действуют всегда или почти всегда одинаково, чтобы получить наилучший результат. Отсюда ясно, что они достигают своей цели не случайно, а намеренно. Итак, все, что не обладает знанием, не может двигаться к цели, если только это не направляется неким существом, наделенным знанием и интеллектом, подобно тому, как лучник направляет стрелу. Следовательно, существует некое разумное существо, которое все природные явления направляет к своей цели, и это существо мы называем Богом. Фома Аквинский отмечает, что существование конечных причин, посредством которых причина направлена на следствие, может быть объяснено только обращением к разуму. Однако, поскольку природные тела, кроме людей, не обладают разумом, должно существовать существо, которое управляет конечными причинами в каждый момент. Это существо и есть то, что мы называем Богом. Исаак Ньютон подтвердил свою веру в истинность этого аргумента. Он писал: «Эта самая изящная система из Солнца, планет и комет не могла бы возникнуть без замысла и господства разумного и могущественного существа». Немецкий философ Готфрид Лейбниц считал, что аргумент, основанный на замысле, имеет только моральную достоверность, если он не подкрепляется его собственной идеей о предустановленной гармонии, изложенной в его монадологии. Бертран Рассел писал, что доказательство из предустановленной гармонии является особой формой так называемого физико-теологического доказательства, иначе известного как аргумент о разумном замысле. Согласно Лейбницу, Вселенная полностью состоит из отдельных субстанций, известных как монады, которые запрограммированы действовать определенным образом. Рассел писал: в форме Лейбница этот аргумент гласит, что гармония всех монад могла возникнуть только из-за общей причины. То, что все они должны быть точно синхронизированы, может быть объяснено только Творцом, который заранее определил их синхронность. Эмпирик Джон Лок развил аристотелевскую идею о том, что за исключением геометрии все науки должны получать свои знания через чувственный
опыт. В ответ Джордж Беркли выдвинул форму идеализма, согласно которой вещи продолжают существовать только тогда, когда их воспринимают. Когда люди не воспринимают объекты, они продолжают существовать, потому что Бог воспринимает их. Следовательно, для того, чтобы объекты продолжали существовать, Бог должен присутствовать везде. Дэвид Юм ссылался на телеологический аргумент, он, по-видимому, поддерживал аргументацию, основанную на разумном замысле. Джон Райт отмечает, что действительно, он утверждает, что вся суть его анализа причинно-следственных связей поддерживает аргумент о разумном замысле, и что, согласно Юму, мы обязаны сделать вывод о бесконечно совершенном архитекторе. Однако Юм позже более критически отнесся к этому аргументу. В общем, он приводил аргументы как за, так и против телеологического аргумента. Уильям Деррим перечислил научные наблюдения о многочисленных вариациях в природе и предположил, что они доказывают неразумность неверия. Он писал, какой еще можно сделать вывод, кроме того, что все это было сделано с явным намерением, и что вся конструкция в целом является работой некого разумного существа, некоего художника, обладающего силой и мастерством. Как писал Вольтер, Вселенная беспокоит меня, и тем более я не могу думать, что часы существуют и не имеют часовщика. Ранее аналогия с часовщиком, подкрепляющая телеологический аргумент ссылкой на часы, восходит, по крайней мере, к стойкам. Далее Уильям Пейли представил свою версию аналогии с часовщиком в начале своей книги «Естественная теология». Если бы я нашел часы на Земле, думаю, следовало бы поинтересоваться, как они оказались в этом месте, но я бы вряд ли подумал, что, насколько мне известно, часы могли быть там всегда. Но почему бы этому ответу не послужить для часов так же, как и для камня, случайно оказавшегося на Земле? Именно по этой причине, и ни по какой другой, а именно, что если бы различные части были другой формы, чем они есть, другого размера, чем они есть, или расположены каким-либо иным образом, или в ином порядке, чем тот, в котором они расположены, то либо в машине вообще не было бы никакого движения, либо ни одного, которое отвечало бы тому назначению, которому оно сейчас служит. По словам Алистера Эдгара Макграта, Пейли утверждал, что та же сложность и практичность, которые очевидны в разумном замысле и функционировании часов, могут быть присущи миру природы. Каждая особенность биологического организма свидетельствует о том, что он был сконструирован таким образом, чтобы приспособить организм к выживанию в окружающей среде. Наблюдается сложность и полезность. Вывод о том, что он был спроектирован и сконструирован Богом, по мнению Пейли, столь же естественный, сколь и правилен. Естественная теология оказала сильное влияние на британскую науку, поскольку Адам Седжвик в 1831 году высказал предположение, что истины, открытые наукой, не могут противоречить моральным истинам религии. Натурфилософы рассматривали Бога как первопричину, искали вторичные причины для объяснения замысла в природе. В 1928 и 1930 годах Теннант опубликовал свою философскую теологию, которая была смелой попыткой объединить научное и теологическое мышление. Он предложил версию телеологического аргумента, основанную на накоплении вероятности каждой индивидуальной биологической адаптации. Вклад Ричарда Суинберна в философскую теологию направлен на применение более сложных версий теории вероятности к вопросу о существовании Бога, что является методологическим усовершенствованием работы Теннанта, но в целом в том же духе. Ричард Суинберн пишет: существование порядка в мире подтверждает существование Бога тогда и только тогда, когда существование этого порядка в мире более вероятно, если есть Бог, чем если его нет. Вероятность правильного порядка намного выше, если Бог есть, и поэтому существование такого порядка значительно повышает вероятность того, что Бог существует. Суинберн признает, что его аргументация сама по себе может и не давать оснований верить в существование Бога, но в сочетании с другими аргументами, такими как космологические аргументы и свидетельство мистического опыта, по его мнению, может и давать основания верить в существование Бога.
Современная вариация телеологического аргумента основана на концепции тонкой настройки Вселенной. Тонкая настройка Вселенной – это, по-видимому, хрупкий баланс условий, необходимых для жизни человека. С этой точки зрения рассуждение о широком спектре возможных условий, в которых жизнь не может существовать, используется для изучения вероятности условий, в которых жизнь может существовать и действительно существует. Интуиция в отношении тонко настроенной Вселенной подсказывает, что за это должно быть ответственен Бог. Энтони Флю, который большую часть своей жизни был атеистом, в зрелом возрасте обратился к деизму и постулировал, что разумное существо каким-то образом участвует в создании условий, которые позволили жизни возникнуть и эволюционировать. Он пришел к выводу, что тонкая настройка Вселенной была слишком точной, чтобы быть результатом случайности, поэтому признал существование Бога. Он сказал, что его стремление идти туда, куда ведут доказательства, означало, что в конечном итоге он принял существование Бога. Флю выдвинул точку зрения о том, что должно существовать разумное существо, которое участвовало в создании условий, необходимых для развития жизни. Уильям Лейн Крейг выдвинул аргумент номинализма, основанный на философии и математике. Этот аргумент основан на том факте, что, используя математические концепции, мы можем многое узнать о мире природы. Он резюмирует свои аргументы следующим образом. Если бы Бога не существовало, применимость математики была бы просто счастливым совпадением. Применимость математики – это не просто счастливое совпадение, следовательно, Бог существует.